В прошлом выпуске я рассказывал о 5 шикарнейших программ для Windows. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, ссылка будет где-то тут. Сегодня я более подробно разберу прекрасное бесплатное приложение Microsoft PowerToys, с помощью которого вы можете нехило так прокачать свою систему. Не буду долго затягивать, начинаем. Скачать это приложение можно напрямую с магазина Microsoft, но для тех, кому не хочется искать, в описании есть ссылка. После установки появится окно с описанием, что за программа, какие возможности вы получаете и так далее. Для более подробного описания нужно перейти по этой ссылке. Перемещаясь в левую область окна, здесь собраны все утилиты и для удобства разбиты на категории. Возможно, какие-то из них для вас будут лишними, но я уверен, что найдутся и те, которыми вы будете пользоваться каждый день. Первая по списку — расширенная вставка. Эта функция очень далеко не каждому нужна, поэтому не буду на ней долго останавливаться. Если коротко, то с помощью этой функции разработчики могут максимально быстро преобразовать содержимое буфера обмена в нужный формат. Следующая, на мой взгляд, очень полезная функция. Если ее включить, то компьютер не перейдет в спящий режим. Это очень пригодится, если, например, запущен рендер или выгрузка файлов. На Mac есть похожая программа Кофеин. Вот такой же эффект дает эта утилита. Перехожу к следующей утилите палитра команд. Запускается она Windows Alt пробел. Откроется вот такой список, и вот здесь в поиске можно найти абсолютно любую программу или команду. Просто ввожу название, и он сразу ее находит. Больше не нужно хранить на рабочем столе огромное количество ярлыков, можно оставить самое необходимое, а все остальное запустить через эту утилиту. Дальше по списку цветоподборщик. Шикарный инструмент для дизайнеров и тех, кто часто работает со цветами. Например, нужно захватить какой-то цвет. Включаю эту функцию, и теперь я могу выбрать любой цвет из любой области рабочего стола. Кликаю на нужный цвет и получаю код выбранного цвета. Теперь все, что нужно сделать, это скопировать код и использовать его в любой программе. Дальше идет PowerToys Run, еще один расширенный поисковик для быстрого запуска программ. Вызывается Alt-пробел, откроется окно со строкой поиска и список с самыми частыми запросами. Следующая функция — линейка. Для дизайнеров наверняка будет очень полезная штука. Нажимаю Windows Ctrl-Shift-M, выбираю необходимый инструмент, и теперь можно замерить размер любой области окна или изображения. Значение выводится в пикселях. Для кого-то точно будет незаменимым инструментом. Далее, если вы забыли сочетание клавиш, можно открыть подсказки, чтобы посмотреть, что и как запускается. После этого идет очень полезная функция. С помощью нее можно захватывать текст в буфер обмена с любого изображения. Выделяю текст на изображении, открываю текстовый документ, нажимаю Ctrl-V, и вот он вставляется. Напоминает стандартные ножницы, но может кому-то будет удобнее работать именно через эту утилиту. Следующая функция позволяет закрепить любое окно поверх всех остальных окон. Очень удобно, если вы работаете с большим объемом информации. Вот так это работает. Открываю любое окно, нажимаю Windows Ctrl-T, и теперь, сколько бы окон я ни открывал, как бы я их ни размещал, это окно будет всегда сверху. Чтобы его открепить, повторно нажимаю Windows Ctrl-T. Далее очень интересная функция «Обрезать и заблокировать». Например, нужно закрепить не целое окно, а какую-то его часть. Нажимаю клавиши Windows Ctrl-T, выделяю нужный фрагмент, и теперь этот кусочек будет всегда поверх всех окон. Следующая утилита — Фансизона. Шикарнейшая штука. Запускается на комбинации клавиш Windows Shift под эскейпом. И теперь появляется возможность настроить макет рабочего стола. Можно выбрать готовый макет или создать свой. Я создам свой. Экран можно разделить на необходимое количество зон. Выбираю свой макет и теперь, удерживая Ctrl-Shift, перетягиваю окно в нужную рабочую зону. Таким образом, можно организовать рабочий стол максимально удобно. Особенно эта функция будет полезна обладателям больших 4К мониторов. Следующий — диспетчер клавиатуры. Позволяет переназначить клавиши, возможно, кому-то будет полезно. Если, например, какая-то клавиша отвалилась или не работает. Особой пользы от этой функции я не увидел. Дальше служебные программы мыши. Я нашел только одно применение этой функции. Если у вас большой монитор и вы потеряли курсор, можно дважды нажать Ctrl, и курсор подсветится. Если вы часто теряете курсор мыши, эта функция точно будет для вас незаменима. Следующая функция пригодится, если вы используете два компьютера в одной локальной сети. Теперь курсор переходит с одного монитора на другой, появляется общий буфер обмена. Классная функция, не всем, конечно, она пригодится, но мне очень нравится.
Следующая утилита Quick Accent позволяет писать буквы с какими-то знаками. Я так и не понял, для чего это нужно и где применять. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Возможно, для кого-то это будет очень полезная функция. Далее функция, которая пригодится большинству. Я уверен, многие сталкивались с ситуацией, когда необходимо удалить какой-то файл, а он не удаляется. И система пишет о невозможности удаления этого файла по причине, что он используется какими-то другими программами, а какими неизвестно. Так вот, с помощью этой утилиты можно удалить даже заблокированный файл. Для этого кликаю на него правой кнопкой мыши, перехожу в «Разблокировать с помощью». Все, файл разблокирован, и его можно спокойно удалять. Далее утилита, с помощью которой можно быстро изменить размер изображения. Кликаю правой кнопкой мыши по изображению, выбираю «Изменить размер с помощью средства изменения размера изображений». В открывшемся окне можно выбрать необходимый размер. Обзор. Это режим предосмотра. Нажимаю комбинацию Ctrl-пробел, и теперь, не открывая файл, можно увидеть его содержимое. Этой функцией, я думаю, все будут пользоваться. Следующая функция предназначена для переименования файлов. Выделяю файл, кликаю правой кнопкой мыши, выбираю File Rename, откроется окно с более расширенными возможностями для переименования файлов. Следующая утилита поможет исправить ошибки тем, кто использует Winget. Далеко не всем эта функция потребуется, поэтому не стану долго на ней останавливаться. Следующая утилита — редактор хост файла. Используется очень редко и далеко не всеми. Если сайты как-то некорректно открываются или появились какие-то сбои в браузере, в первую очередь лучше проверить, нет ли лишних записей в хост-файле. Или наоборот, если вам нужно заблокировать доступ к какому-нибудь сайту, тут есть возможность создать новую запись. Дальше редактор реестра. Я не заметил никаких существенных отличий от стандартного редактора Windows. Можете попробовать, возможно, для кого-то эта функция окажется полезной. Вот совсем небольшая программка весом всего в 300 мегабайт, а сколько в ней инструментов? Соглашусь, далеко не все они будут использоваться, но что-то полезное для себя вы точно найдете. Я с вами не прощаюсь, с вами был Андрей Похомарчук. Скоро увидимся.